Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Деви Белая. И сегодня для вас новый расклад. Называться он будет «Что принесет новая луна?». Сегодня я вам предлагаю общий расклад, потоковый расклад. Посмотрим, что расскажут нам карты. Так, давайте будем начинать. Какие вы сегодня? Ну, такие ожидающие. Ожидающие, возможно, материальную прибыль, возможно, реализацию каких-то новых идей. Возможно, вы кого-то ожидаете, своих близких, родственников, и они сегодня к вам приедут. Состояние покоя и желание, чтобы все получилось. Сегодня вы не хотите мудрствовать, не хотите указывать, кому и как поступать в той или иной ситуации. Вы просто сохраняете спокойствие и ожидаете, когда же случится то, что я хочу. Вы понимаете, все очень перед вашими глазами ясно и понятно. Нет никаких лишних иллюзий, фантазий по этому поводу. То есть вы сделали максимум, что было возможно. И сейчас у вас период покоя. Вы гармоничная личность. Вы человек, который умеет создавать вокруг себя мир чем-либо наполненный. Вот как раз сейчас момент этого наполнения. Вы никуда не торопитесь. Потому что все, что нужно, вы уже сделали. И сейчас вы в ожидании. Что же принесет вам Луна? А Луна вам принесет некие ограничения. То есть, возможно, будут возникать какие-то сдерживающие факторы, которые вам не позволят действовать активно. И здесь вы не сможете использовать какие-либо возможности. Вам не удастся перехитрить, вам не удастся сделать как-то неверно, неправильно, ну то есть, может быть, даже обмануть. То есть вы не сможете предпринять каких-либо действий. Вы находитесь в реальных ограничениях. Это вам состояние по судьбе. То есть так должно было произойти, и, скорее всего, это связано с вашим партнером. Возможно, вы не сможете изменить ситуацию. И из этого вы будете очень-очень расстроены. Вы почувствуете себя обесточены. У вас не будет внутренней легкости, покоя, и эта ситуация вас как бы обнулит не на 100, я бы даже сказала, а на 200%. То есть будет достаточно сложно. Ощущение будет, что вы ничего не понимаете. Как же так произошло? Я столько всего сделала, я столько предприняла действий для того, чтобы получить желаемый результат, но что-то складывается не так. Вы будете думать о том, а правильно ли я приняла решение, а верно ли я поступила в той или иной ситуации. И будет возникать желание ограничиться от всех, замкнуться в себе и перестать общаться. Но вы должны знать, что эта ситуация, она вас только укрепит и сделает еще более сильной и более уверенной в себе. Вам придется вступить в взаимодействие с своим королем, своим мужчиной, своим партнером, для того, чтобы прояснить некоторые финансовые вопросы, а возможно просто пообщаться для того, чтобы понять друг друга. И
Не надо вот в результате этого разговора пытаться очень рьяно отстаивать свою позицию. Не надо слишком эгоистично смотреть на эту ситуацию. А может быть, стоит наоборот договориться и принять чью-либо точку зрения. Но вам будет сложно принять его точку зрения, потому что она вам будет казаться нелогичной и непоследовательной. И поэтому вы предпочтете уйти в некую изоляцию, поразмыслить над тем, что происходит. То есть вы не захотите дальше вести диалог. Вы предпочтете сделать по-своему, так как вам хочется. И дальше карты закрывают наш разговор. Вы будете сами решать, как поступить. И вы примете решение в соответствии с той ситуацией, которая будет. Сейчас об этом говорить еще рано, говорят карты. Что же вас ждет еще в период новой луны? Какое еще событие? У вас появится какой-то очень интересный шанс, касающийся работы, касающийся чего-то совершенно нового. Но вы почему-то предпочтете не воспользоваться этим шансом и примите решение отказаться от данного предложения. Почему отказаться? Потому что оно будет слишком для вас сложным, и вы не захотите брать на себя такую ответственность. Хотя предложение в финансовом смысле будет достаточно серьезным. Вам будет тяжело, вы будете печалиться и будете понимать, что если я соглашусь на такое предложение, то, возможно, мне придется зависеть от определенных людей. А мне так не хочется попадать в те или иные финансовые зависимости. Для вас это будет очень сложный выбор. И вам нужно будет обязательно продумать все за и против. Но ваше решение будет принято, и вы решите, что не стоит рисковать ни своей семьей, ни своими эмоциями, ни своими доходами, а предпочтете все-таки заняться своим делом, более стабильным, более понятным, и даже, может быть, начнете вкладывать средства в какой-то новый проект. Какой-то новый проект. Это будет вашим решением, и результатом этого решения станет: вы будете немножко переживать, а может быть даже очень сильно по поводу того, что вы выбрали другой вариант. Но сердце ваше будет спокойно, потому что денежки ваши сохранятся, и вам не придется грустить и уходить в небытие. А результатом этого правильного выбора станет хороший доход. Карта нам говорит, что вы получите хорошие денежки. Совет от высших сил. Наполняйтесь позитивными энергиями, общайтесь с людьми. Не старайтесь приобрести сразу же большие средства и получить их любым путем. Пусть это будет медленное движение к вашей финансовой стабильности, но зато верное. Не конфликтуйте. Сегодня конфликты вам не помогут, потому что ситуацию вы таким способом все равно не измените. Это будет несправедливо, и вас в этом плане накажут высшие силы. Не старайтесь очень много времени вкладывать в работу, в ваше материальное благополучие, потому что вы можете просто устать и перенапрячься. А может быть, стоит уделить внимание совершенно новым проектам, которые впоследствии для вас будут крайне победными. Вы получите очень хороший результат и выйдете из каких-то сложных состояний.
жертвенных состояний, когда вам было грустно, печально, и вы не видели никаких смыслов. Карта «Мир» нам показывает, вы способны на многое, если будете принимать правильное решение и не торопиться. У вас будет огромное количество вариантов, которые вы можете использовать, и вы будете счастливы от того, чем занимаетесь. С вами была Лебедь Белая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда рада обратной связи. Приглашаю вас на личные консультации и желаю, чтобы все ваши проекты, касающиеся финансов, обязательно сбывались. Всего хорошего. До новых встреч!